Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. В прошлом мастер-классе мы связали простой шарф. Вяжется он очень легко. Шарф длиной 2 метра и в ширину 20 сантиметров. Сегодня свяжем шапку с таким же узором. Шапка идет на размер 55-57. Вы сможете связать шапку любого размера. Узор здесь легкий, состоит из столбиков соединительных с накидом и соединительных столбиков на макушке. Полотно вяжется поворотными рядами, и на макушке мы провязываем укороченные ряды. Глубина шапки 21, отворот 7 сантиметров. Всего шапочка получается у нас 28 сантиметров. Чтобы изменить глубину шапки, необходимо в самом начале набрать больше либо меньше воздушных петель. Также по желанию можно закрепить вот такой помпон. Как он делается, у меня есть короткое видео, ссылку я оставлю здесь и также в описании. Если у вас нет специального устройства для изготовления помпонов, я использую обычный картон. Итак, для вязания нам понадобится пряжа. Я использовала пихорка народная. Цвет 520, здесь у нас в 100 граммах идет 220 метров. Вы можете взять другую пряжу, схожую по метражу. Здесь идет у нас 30% шерсти, 70% акрил высокообъемный. На данную шапку ушел один моток пряжи. А помпон я делала с остатков, которые остались от шарфа. Всего на шарф и на шапку потребуется 4 моточка, если вы будете вязать комплект. Также понадобится крючок номер 5, маркер, либо простая булавка, и также пластиковая игла с большим ушком для того, чтобы стянуть макушку шапки. Делаем петлю и набираем 48 воздушных петель. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. 48 воздушных петель. Вот я набрала 48 воздушных петель, и цепочка в нерастянутом виде получилась в длину 32 сантиметра. В конце делаем всегда одну воздушную петлю и провязываем со второй петли от крючка. Вот первая со второй. Будем провязывать соединительные столбики с накидом. В прошлом мастер-классе мы вязали шарф, я уже показывала два варианта, как можно их провязать. Сейчас я еще раз их покажу. Делаем накид на крючок, вводим во вторую петлю, вытянули, и данную петлю мы должны протянуть через 2 петельки на крючке. Для этого слегка подтягиваем и протягиваем через 2 петельки. Снова накид в следующую, подтянули пальчиком вот здесь и протягиваем. И есть еще второй вариант. Я вяжу именно им, так мне намного проще. Делаем накид на крючок, вводим. И здесь уже пальчиком ничего не подтягиваем, мы просто слегка поворачиваем крючок от себя и протягиваем через 2 петельки на крючке. Вытянули, слегка повернули, и вот таким образом вяжем соединительные столбики с накидом. Вы можете вязать так, как вам удобнее, либо использовать первый вариант, либо второй. Таким образом, нам необходимо провязать 40 соединительных столбиков с накидом. Можно вот здесь вот пересчитывать по косичкам. Вот первая, вторая, третья и так далее. Провязываем 40 соединительных столбиков с накидом. В конце осталось 8 петель. 4 провязываем соединительными столбиками и 4 оставляем. Вводим крючок в петлю, провязываем первый соединительный столбик, далее второй, третий и четвертый.
Все, в конце осталось еще 4 петли. Мы их не провязываем. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули. Также провязываем со второй петли от крючка и все последующие ряды будем вязать, захватывая заднюю стенку петли. Для начала провязываем 4 соединительных столбика. Первое со второй петли за заднюю стенку. Первый, второй, третий и четвертый. Далее провязываем соединительные столбики с накидом. Их до конца ряда будет 40. Делаем накид, заводим также за заднюю стенку, вытянули. Еще раз показываю, как их провязать можно. Придерживаем пальчиком, чуть-чуть подтягиваем и провязываем 2 петли на крючке. Вот этот переход нам необходимо отметить маркером. Далее снова накид за заднюю стенку. Можно вот так слегка повернуть и провязать. Выберите вариант, который вам больше всего подходит. Итак, провязываем до конца. Я покажу, как провязать самую последнюю петлю. В конце осталось провязать 2 петли. Вот самая последняя. Ее провязываем, захватывая обе стеночки петли. Также делаем накид. Вытянули петлю. И здесь уже провязываем не соединительный столбик с накидом, а полустолбик с накидом. То есть вот эти все 3 петельки провязываем вместе. Таким образом. Делаем одну воздушную петлю для подъема, перевернули и снова вяжем со второй петли от крючка соединительные столбики с накидом. Провязываем их 40 штук. И чтобы их не считать, мы для этого поставили здесь маркер. Провязываем до маркера. Здесь будет 40-я петля. Вот дошли до маркера. Здесь провязываем последний соединительный столбик с накидом. Далее до конца мы должны провязать 8 соединительных столбиков. Вот у нас идет 4 столбика соединительных. И далее опускаемся вниз и провязываем оставшиеся 4 петли. Также за заднюю стенку провязываем первый, второй, третий и четвертый. Далее сбоку у нас есть вот такая вот перемычка. Вот она, ее даже видать здесь хорошо. Заводим крючок под перемычку. Далее опускаемся вниз в следующую петлю и провязываем соединительный столбик. Первый, второй, третий и четвертый. Вот таким образом мы будем формировать макушку. Далее делаем одну воздушную петлю в конце, переворачиваем и вяжем 4-й ряд. В 4-м ряду в начале провязываем 8 соединительных столбиков. Также провязываем за заднюю стеночку со второй петли от крючка. Далее провязываем 40 соединительных столбиков с накидом. Делаем накид, также за заднюю стеночку. Провязали. И здесь отмечаем маркером вот эту петлю. И провязываем до конца. В конце осталось провязать последнюю петлю. Вот эту петлю многие не провязывают, и поэтому шапка может начать сужаться.
Поэтому не забывайте ее провязать. Вот смотрите, здесь даже есть такая вот перемычка. И вот она сверху петелька. Заводим за обе стенки петли и провязываем полустолбик с накидом в конце. Снова делаем одну воздушную петлю, перевернули, и ряды у нас повторяются. Чтобы не пропустить вот эту последнюю петлю, вы можете ее вначале также отмечать маркером. Вот также провязываем со второй петли от крючка. И сразу же вот эту петлю вы можете отметить маркером, и тогда вы в конце ее не будете пропускать уже. Вот таким образом. Далее вяжем 5-й ряд. Ряды у нас повторяются теперь. Получается, в 5-м ряду мы провязываем так же, как и первый ряд. Провязываем 40 соединительных столбиков с накидом. Вот до маркера довязываем, где маркер будет последний, 40-й. Далее провязываем 4 соединительных столбика. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, перевернули и переходим на 6-й ряд. 6-й ряд вяжется так же, как и 2-й. Далее 7-й ряд вяжется так же, как и 3-й. Здесь мы должны будем опуститься вниз. Провязываем 8 соединительных столбиков. Далее 8-й ряд вяжется так же, как и 4-й. Провязываем 8 соединительных и 40 соединительных столбиков с накидом до конца. То есть ряды повторяются с 1 по 4 ряд. Главное, не забывайте в конце всегда делать одну воздушную петлю и провязывать последнюю петельку за обе стеночки петли. В конце провязываем здесь полустолбик с накидом. Далее вяжем ряды самостоятельно. Сейчас я вам скажу, сколько она получилась в длину. Смотрите, вот от макушки. Длина получилась 29 сантиметров. И еще 1 сантиметр у нас уйдет на стягивание макушки. И по этому полотну у нас получится 28 сантиметров. Вот такое получилось у меня полотно. Здесь вверху у нас идет макушка шапки. Вот у нас идет здесь сужение. Внизу шапочки находится нить. И сейчас мы ее будем сшивать. Сейчас скажу размер в сложенном виде. В сложенном виде по низу 27 сантиметров. Вот наша петля. С правой стороны находится. Ниточку укладываем вовнутрь шапочки. Складываем пополам. Вынимаем крючок. И с этой стороны находим вот такие вот петельки. Заводим здесь под крайнюю петлю. Вытянули. Подтянули слегка. С этой стороны идут косички. Также захватываем здесь переднюю стенку петли. Вот они. Первую мы не трогаем, потому что мы уже вытянули отсюда петлю. Заводим под следующую. С этой стороны находим следующую петлю и провязываем соединительной петлей. Захватываем переднюю стенку петли. Здесь находим следующую петельку и протягиваем. Вот такой вот получается шов. Это будет лицевая сторона. И при отвороте здесь тоже шва не будет видно. Далее в конце ниточку обрезаем, оставляем кончик для сшивания макушки. Вытягиваем нить через петлю полностью. Здесь подтянули. И продеваем нить в иглу. Сейчас по кругу мы должны собрать вот эти петельки. Вот они.
Заводим иглу вот таким образом и по кругу собираем все петли. Вот и собрала все петельки по кругу. Теперь очень аккуратно стягиваем потихоньку, чтобы нить у вас не порвалась. Так как это у нас будет лицевая сторона, поэтому иглу выводим наизнанку. Аккуратно стягиваем и далее проходим, также прошиваем еще в нескольких местах. Далее нить прячем под петельки. У нас получилась вот такая аккуратная макушка. И осталось только закрепить помпон. Вот и все, шапочка наша готова. Если будут какие-то вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях. Обязательно отвечу. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.